Китайские машины в Европе не берут. На чем же ездят французы и немцы? Давайте разбираться. Но перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. Также переходите в наш телеграм-канал. Сейчас часто говорят, что совсем скоро весь мир пересадят на китайские автомобили, а европейские, американские и корейские бренды станут уделом лишь узкого круга преданных фанатов. Основная же масса водителей якобы выберет машины из Поднебесной. Но если взглянуть на текущую статистику продаж новых автомобилей в Европе, в это верится с трудом. Французские, немецкие и венгерские водители, похоже, не торопятся массово пересаживаться на Chery, Geely или Chang'an. В первой десятке по продажам вообще нет ни одной китайской модели. Эти данные взяты не с потолка. За прошлый год в Европе было продано 12 миллионов 963 тысячи автомобилей. Давайте посмотрим, какие именно модели оказались самыми популярными. На 10 месте расположился хорошо знакомый компактный хэтчбэк Toyota Yaris. В европейских странах было продано 174 тысячи таких машин. Автомобиль по-прежнему остается недорогим и в базовой версии оснащается 72-сильным двигателем. Варианты трансмиссий – механика или вариатор. В более дорогих комплектациях мощность увеличивается до 125 лошадиных сил. А для особо требовательных покупателей предлагается полноприводные и гибридные версии. К слову, расход топлива у гибрида составляет всего 3,7 литра на 100 километров. На 9 месте расположился Dacia Duster, один из самых доступных и популярных кроссоверов в Европе. За прошлый год было продано 175 тысяч экземпляров. Автомобиль известен своей универсальностью и проходимостью, что делает его привлекательным выбором среди европейских водителей. В зависимости от комплектации Duster оснащается бензиновыми, дизельными и даже гибридными силовыми установками. Мощность двигателей варьируется от 90 до 150 лошадиных сил, а трансмиссии включают механику, робот и вариатор. Для тех, кому важен полный привод, предлагаются версии 4х4, которые делают кроссовер отличным вариантом для загородных поездок. Благодаря доступной цене и надежности, Dacia Duster продолжает оставаться одним из самых востребовательных автомобилей на европейском рынке. На 8 месте предсказуемо оказалась Skoda Octavia. Не секрет, что если бы европейские бренды не ушли с российского рынка, а цены на машины не взлетели в 2-3 раза, Octavia все еще входила бы в топ продаж у нас. Забавно, что китайские аналоги вроде Москвича 6 и рядом не стоят с популярностью оригинальной Шкоды. Последнее поколение лифтбека появилось в прошлом году и доступно в двух кузовах – лифтбек и универсал. Двигатели на 115 и 150 лошадиных сил, оба объемом 1,5 литра, идут в паре с механикой или роботом. Продажи составили 180 тысяч. Седьмую строчку занял Toyota Yaris Cross. Разница с обычным Ярисом заключается в увеличенном клиренсе 170 мм и пластиковом обвесе. Интересно, что механическая коробка передач встречается лишь в одной версии. В основном модель оснащается вариатором. Продажи составили 194 тысячи. Шестую позицию занял Peugeot 208. За полгода его выбрали 107 тысяч европейцев. В России модель не встречается, так как последнее поколение вышло совсем недавно. Сегодня Peugeot 208 можно купить в бензиновом, гибридном и электрическом исполнении. Бензиновая версия предлагается с моторами на 75 или 100 лошадиных сил. Электромобиль доступен в вариантах на 136 и 156 лошадиных сил, а гибрид выдает 100 или 136 лошадиных сил. Варианты коробок передач включают механику, робот и автомат. Продажи составили 200 тысяч. Пятое место досталось кроссоверу Volkswagen T-Roc. По размерам он примерно как Hyundai Creta. Самый скромный мотор выдает 110 лошадиных сил, а самая мощная версия предлагается с 190-сильным двигателем и полным приводом. За прошлый год европейцы приобрели 202 тысячи таких автомобилей. На 4 месте оказался единственный электромобиль в рейтинге – Tesla Model Y. Этот автомобиль показывает отличные результаты продаж не только в Европе, но и в Китае. Хотя формально он относится к внедорожникам, внешне больше напоминает седан. В базовой версии выдает 204 лошадиные силы и может проехать 390 км на
одной зарядке. А в топовой модификации располагает 486-сильной установкой, полным приводом и увеличенным запасом хода до 615 км. Вот такие электрокары действительно нужны, но желательно по тем же ценам, что в Китае или Европе. Продажи составили 209 тысяч. Тройку лидеров открывает Volkswagen Golf. Ранее он вообще занимал первое место, но в этом году немного сдал позиции. При этом продажи все еще стремительно растут. За прошлый год реализовано 215 тысяч машин, что на 43% больше, чем годом ранее. Модель доступна в бензиновом, дизельном и гибридном исполнении. Мощность двигателей варьируется от 116 до 272 лошадиных сил. На втором месте вечный хит Renault Clio. Не так давно несколько экземпляров этой модели заметили на стоянке АвтоВАЗа, и ходили слухи, что их могут выпускать под брендом АК. Но проект так и не реализовали. Зато в Европе Clio остается одним из самых популярных автомобилей. 216 тысяч проданных экземпляров за год. Интересно, что электрической версии нет, зато есть бензиновая, дизельная, гибридная и газовая модификации. Диапазон мощности от 67 до 143 лошадиных сил. Лидер продаж в Европе Dacia Sandero. 268 тысяч проданных единиц. Вряд ли этот результат стал для кого-то сюрпризом. По сути, это европейская версия Логана, которая отличается простой и доступной ценой. Автомобиль за год выбрали 268 тысяч водителей из Франции, Румынии, Италии и других стран ЕС. Двигатели работают на бензине и газе. Мощность составляет от 65 до 100 лошадиных сил, а объем у всех версий ровно 1 литр. Коробка передач, механика или вариатор. Но где же китайцы? Как оказалось, их в первой десятке вообще нет. Если посмотреть на статистику продаж по брендам, то SAIC стал первой китайской маркой, заняв лишь 22 место, со 157 тысячами проданными автомобилями за прошлый год. Для сравнения, Volkswagen за это же время продал более 1 миллиона 165 тысяч машин. Похоже, китайским брендам еще предстоит долгая дорога, прежде чем они действительно смогут вытеснить европейские автомобили на их собственном рынке. Плюс мешают санкции, налоги и дополнительные пошлины. Напишите в комментариях, а как вы относитесь к китайским автомобилям. Ну и обещанная мною шутка. В 1972 году отец купил копейку. Отъездив 6 лет, он продал одному мужику. Через 20 лет получаю ключи от машины у этого мужика со словами: «Держи, зятек, еще покатаешься». А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в нашем телеграм-канале, ссылка в описании.